Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео давайте мы проговорим о том, что же нам нужно сделать 31 декабря. Как же правильно прожить последний день 2023 года. Обращаем ваше внимание, что 2024 год, он будет достаточно интересным, уникальным, и мы в своих видео об этом говорим. Для кого-то он будет очень ярким, насыщенным, необычным, для кого-то будет достаточно тяжелым, но помните о том, что только все зависит от вас. В любую секунду, в любой момент вы можете изменить свою жизнь. Да, нужно иногда взять себя в руки, перестать быть тряпкой и двигаться только вперед. Но именно сегодня давайте мы проговорим про то, что же нам нужно сделать 31 декабря. Давайте для начала решим для себя то, что в новый 2024 год мы не переходим с долгами, с кредитами. Постарайтесь рассчитаться. Бывает так, что вы не можете полностью рассчитаться, это может быть связано с различными моментами, с событиями в вашей жизни, хотя бы рассчитайтесь какую-то определенную сумму. Также ни в коем случае никому 31 декабря не одалживайте ни денег, ни каких-то вещей, ни каких-то предметов. Может быть такая ситуация, что ваша подруга, сестра, знакомая просит у вас одолжить какие-то украшения, какие-то вещи, какие-то предметы и так далее. Даже посуду могут у вас одолжить буквально на новогоднюю ночь, потому что у кого-то праздник, у кого-то свидание и так далее. Ни в коем случае этого не делайте, потому что вы таким образом отдаете свое счастье, вы отдаете свое благополучие, вы отдаете свой достаток и даже частично свое здоровье. Нужно ли вам такое? Точно нет. Поэтому пусть на вас обижаются другие люди, но вы сами для себя должны раз и навсегда поставить точку, что вы купили это, вы для этого приложили определенные усилия. Обратите внимание, когда вы что-либо покупаете, вне зависимости, это будет кофточка, новую стиральную машинку, занавески или стол, то вы прикладываете определенные усилия, чтобы это заиметь, для того, чтобы этого купить. И когда вы покупаете, вы получаете от этого какое-то удовольствие, правильно, радость, что оно у вас в доме появилось. А теперь представьте, что вам звонит ваша сестра, знакомая, и просит одолжить это на какой-то определенный промежуток времени. И вот с этими энергиями вы просто кому-то передаете. И обращаем ваше внимание, что Вселенная, высшие силы, они очень мудры. И они видят в том, что да, это вам не нужно. Вы так старались, вы так прикладывали усилия, а потом раз и передаете кому-то другому. Этого не стоит делать. То же самое касается и поддержки чьих-то штанов. Что мы имеем в виду? Вы работали целый год, вы трудились, и вам кто-то плачет и рыдает трубку, что ой, ему как тяжело, нету денег и так далее, и так далее. Но вы там антулили, а этот человек в это время сидел дома, смотрел телевизор, смотрел какие-то свои сериалы, наслаждался жизнью, пусть даже и в эконом-варианте, а теперь вы должны и помочь тому человеку, и устроить свой праздник. Этого не стоит делать. Пожалуйста, многие люди допускают ошибку, потому что все мы, знаете, сердечные такие, мы переживаем за других, но если разобраться, когда вы окажетесь в этой ситуации, и при этом вы окажетесь внезапно, случайно, вам никто, к сожалению, это не поможет и никак это вас не поддержит. Также 31 декабря ни в коем случае уже не делайте генеральную уборку. Нужно сделать до 30 декабря. Не спешите. Даже если вам что-то очень срочно надо, и вы откладывали это до 31 декабря, махните на это рукой, потому что в этот день уже нужно готовиться энергетически встречать новый 2024 год. Сейчас кто-то нам скажет о том, что ой, что вы говорите, надо встречать Новый год в феврале по китайскому гороскопу, это самый правильный гороскоп и так далее. Вы знаете, у каждого внутреннее должно быть свое ощущение. Вы хотите это отмечать, вы хотите встречать, вы хотите радоваться или вы хотите слезы лить. У каждого это будет свое. Конечно же, постарайтесь успеть до 30 декабря навести порядок в доме. Даже если вы
вы очень сильно заняты, даже если вы очень сильно устали, постарайтесь собрать все силы в кучу и это сделать. Также ни в коем случае нельзя 31 декабря стричь волосы, потому что таким образом вы отрезаете не только свое здоровье, но и также ваши волосы на протяжении всего года могут быть тусклыми и редкими. Кроме того, обязательно 31 декабря, буквально желательно за час, за пару часов до встречи самого Нового года вам нужно обязательно принять душ или ванну. Когда вы будете купаться, представляйте себе, что вы с себя снимаете любой негатив. Представляйте, что вы убираете это. Когда вы это себе представляете, вы себе должны представлять и то, что вода – это все убирает в канализацию, и вы становитесь энергетически чистыми. Это очень важно. Далее, на что еще обращаем ваше внимание, постарайтесь, желательно, конечно, это сделать 29-30 декабря, но именно это можно сделать и 31 декабря. Вам нужно собрать всю ту посуду, начиная от сковородок, заканчивая чашечками, тарелочками, которые есть какие-то трещины, есть сколы, есть какие-то деформации. Вы должны понимать и то, что вам это в новом году не нужно. Обращаем ваше внимание, что вот когда посуда с трещинами, многие думают, ну и что? Или вот бывает так, что ваза какая-то дорогая вам разбилась, и человек начинает склеивать клеем, и думает о том, что таким образом вот он еще сможет полюбоваться ей. Но вы должны понимать и то, что вот такая вещь, во-первых, это вам высшие силы дают подсказку, что что-то плохое должно было произойти в вашей жизни, а вот эта, казалось бы, дорогая ваза для вас, она взяла вот этот весь негатив на себя. Да, неприятно, что она разбилась, но лучше поблагодарить ее, поблагодарить высшие силы, своего ангела-хранителя и выбросить такую вазу. То же самое касается и чашечек, тарелочек и так далее, и так далее. Также постарайтесь избавиться 31 декабря, это делать нужно в светлое время суток, избавьтесь от вещей, которые вам напоминают разного рода, возможно, неприятности, какие-то проблемы, при этом это могут быть какие-то вещи, это могут быть какие-то подарки, которые кто-то когда-то вам подарил, и вы знаете о том, что именно они несут вам какие-то проблемы. Конечно, очень часто мы боимся отказываться, потому что мы боимся, что у нас это место будет пустое, и нам будет это дискомфортно и неприятно. Помните о том, что Вселенная всегда баланс. Если что-то одно уходит, обязательно появляется и другое. Очень важная задача, которую вам нужно сделать 31 декабря, и вы должны, знаете, взять в себе вот эти силы, что это простить своих врагов и всех тех, кто вас обидел. Это очень сложная практика. Почему? Потому что даже мысленно обратиться к своим врагам и попросить им прощения очень сложно. Поэтому, как вариант, вы можете 31 декабря сходить в церковь, в храм, поставить свечку за здравие не только себя и членов семьи, которые проживают вместе с вами, а также вы можете поставить свечку за здравие своих врагов, да, за здравие, и поблагодарить их за те жизненные уроки, которые они вам оказали. Это очень, знаете, враги – это наши учителя, потому что они нас учат, как нужно делать, как нельзя делать. И вот очень важно, что вы провели работу над ошибками. Также 31 декабря попросите прощения у самых близких и родных вам людей. Даже если вы думаете о том, что вы их никогда не обижали, просто скажите, что вы просите прощения. Возможно, что вы когда-то что-то не так сказали. Возможно, вы что-то не так объяснили или написали в сообщениях. Вы на интуитивном уровне почувствуете. Ну а если вы считаете, что вы никого не обидели, это даже отлично и прекрасно. Тогда отправляйте посылы любви. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание
Очень важно, чтобы вы при встрече Нового года встречали в дружной, веселой компании. Именно с теми людьми, которые не смотрят на вас, как на волка, с которыми вам интересно, весело. Постарайтесь под бой курантов загадать самое сокровенное желание. У каждого оно будет свое, но вы должны это желание вот хотеть, не то, что вот ваша знакомая или ваша сестра этого желает, да, а что вы желаете. Очень часто наши желания подменяются, потому что мы видим, как у других, и думаем о том, что, ой, наверное, и мне это нужно. Но вы знаете, это не так. Бывает так, что один человек мечтает о квартире, а другой человек мечтает купить какой-то дорогой цветок, который вот он считает, что вот он его вдохновляет, да, попробуйте, вот найдите себе и попробуйте вот это проговорить. Также не забудьте нарядить елку. Конечно, желательно ее нарядить заранее, но если вы не планировали, попробуйте создать себе настроение. Да, время тяжелое, но вы знаете, те вибрации, которые идут с космоса, очень важно их словить. И здесь наша задача их привлечь, но чтобы их привлечь, должен быть позитив, тянуться к позитиву, к созиданию, потому что Вселенная, она отправляет определенные вибрации, она отправляет определенные энергии, и наша с вами задача их принимать. Иногда это очень сложно, потому что, знаете, человек может быть обижен, он может быть раздражен, ему может что-то быть не нравится, человека кто-то обидел, соответственно, это все увеличивается, как снежный ком. Поэтому, чтобы этого не было, постарайтесь, чтобы у вас было новогоднее настроение. Будьте счастливы, будьте радостны. Постарайтесь накрыть и стол, даже если вы этого не будете всего есть, да, потому что все-таки в новогоднюю ночь есть жирное, да, много сладкого, очень сложно, но все же накройте просто стол, чтобы он был изобильный. И в этот момент подумайте о том, что в вашей жизни и весь 2024 год будет изобильным. Кроме того, обязательно отдайте дань уважения своему роду. Обязательно на праздничном столе пусть будет одна тарелка, в которую вы положите те продукты питания, которые вы потом угостите бездомных животных и птичек. Посмотрите или даже у вас дома есть собачки, или у кого-то, кто, вот вы знаете, что, например, есть собаки, которые очень любят шоколад, например, и вы знаете, что, положив на эту тарелочку или тортик, вы потом угостите эту собачку. Вы таким образом показывайте своему роду, что вы помните о нем и уважаете. Это очень важно, потому что 31 декабря и 1 января это такие вот сакральные дни, когда нужно постараться, знаете, все успеть. Но когда вы сконцентрированы, когда у вас все спланировано, то у вас все будет получаться. Кроме того, девочки и мальчики, ввиду того, что у нас все-таки 2024 год, он будет такой вот немножечко напряженный для кого-то, очень важно, чтобы наше здоровье было прекрасно и чудесно, потому что когда мы здоровы, мы хотим и творить, и создавать, и что-то делать, и так далее. А когда человек болеет, ему ничего не хочется, вы сами об этом знаете. Поэтому 31 декабря, прямо начиная с утра и до вечера, время от времени повторяйте следующие слова. Я ощущаю в себе энергию, силу и здоровье. Здоровье – это мое божественное право. Я могу претендовать на него. Вот прямо сейчас в комментариях к этому видео перепишите эти слова для того, чтобы закрепить. Девочки и мальчики, мы эти слова оставим в описании к этому видео. И большая просьба, перепишите на протяжении дня, носите и проговаривайте эти слова. Это очень важно, что здоровье у вас, вы ощущаете эту энергию, что это ваше божественное право. Большая просьба, запоминайте эти слова и произносите. Не можете, напишите на листке бумаги и повесьте, например, если вы на кухне будете большую половину дня или у телевизора, и время от времени просто все останавливайте, выключайте звук и говорите вслух, приглашайте энергию, здоровье в вашу жизнь. А если вы написали на листочке, да, то желательно перед
встречи Нового года, буквально за 15 минут, за 20 минут до боя курантов, обязательно сожгите этот листочек и развейте, бросьте вот этот вот пепел в окно и пригласите все самое лучшее, все самое интересное в свою жизнь в 2024 году. Когда вы это будете делать искренне, честно и с открытым сердцем, знаете, у вас обязательно все будет прекрасно получаться. Помните о том, что вы сами создаете свою жизнь, вы сами строите свою вселенную. Когда вы это понимаете, вам никто и ничто не помешает. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом, желаем всем изобилия, достатка, благополучия, здоровья, мира, радости. Пусть в вашей жизни будут только мыслимые и немыслимые блага. Друзья, а прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.